Добрый день! Сегодня я начинаю делать хлеб, который называется темный лен. Когда-то мне этот рецепт казался очень сложным, потому что здесь есть заварка. Сейчас я понимаю, что это один из самых понятных мне и простых рецептов. И мне очень хочется его сделать, порадовать вас, показать, какой он может быть вкусный, красивый и интересный. И сначала для этого хлеба нужно сделать заварку. Заварка нужна для того, чтобы создать сладкую среду для дальнейшего роста закваски. Сладкую среду можно создать с разными способами, добавить мед, патоку, что-то еще. Но мы будем осахаривать муку, делать заварку. Это самая лучшая сладкая среда для нашей будущей закваски, для ее питания. И нам потребуется ржаная цельнозерновая мука. Желательно грубого помола, если у вас есть, или обычная цельнозерновая мука, какая вам доступна. Этой муки нам потребуется 60 граммов. Также понадобится ржаной красный ферментированный солод. Его нужно 30 граммов. И хлеб называется темный лен, потому что в его составе есть льняная мука. Ее не очень много, но она придает нюанс по вкусе интересный. И еще будет льняное семя, которое также придаст свой вкус и пользу. 10 граммов добавляем льняной муки, либо шрота, что у вас есть, либо можно даже мелкой крупы льняной добавить. Перемешиваю массу до однородности. И сейчас ее надо будет заварить кипятком, чтобы не было комочков. Я наливаю примерно 120-130 граммов воды. Это будет кипяток. Размешиваю заварку до однородности. Заварка очень горячая, залита кипящей водой, поэтому руками смешать не получится. Смешивайте ложкой либо силиконовой лопаткой. Я смешала заварку. И теперь я должна поставить ее осахариваться в теплое место, примерно при температуре 60-65 градусов на несколько часов. Как достичь этой температуры? Вы можете поставить ее в духовку, выставив температуру на 60-65 градусов и таймер примерно на 4-6 часов. Вы можете эту массу закутать в полотенце, накрыть крышкой и оставить ее медленно остывать. Она осахарится, конечно, не так интенсивно, как в тепле, но она все равно осахарится. Есть еще один способ, который сегодня я буду сама использовать. Я поставлю эту миску в баню. Сегодня мы топили баню, и у нас в парной сейчас около 65 градусов. Она будет постепенно остывать, это займет несколько часов. Это как раз та самая температура, которая нужна для осахаривания. Сейчас накрываю крышкой и поставлю, отнесу в парную эту миску. Еще нужно сделать одну подготовительную операцию. Мы замачиваем льняные семена. В тесте будет присутствовать льняное семя. Его нам нужно 30 граммов. И из льняного семени нужно сделать так называемую мочку, то есть замочить его, дать ему набухнуть. Мы просто насыпаем его в миску и заливаем водой. Льняные семена простоят несколько часов, впитают в себя воду, потом мы воду сцедим и используем их в тесто. А пока я их замочила, также накрываю крышкой и оставляю постоять до момента приготовления теста. Все, отправляю заварку в тепло и настаиваться наши семена. Дальше покажу, что будем делать. Начинаю основной замес хлеба темный лен. Мне понадобится 150 грамм воды. Вода обычная из-под крана, холодная. В воду я добавляю 10 граммов меда. И добавляю около 8 граммов соли. Нужно растворить мед и соль, чтобы не было крупинок и не было медовой густоты. И сюда я отправляю освеженную закваску. Этот хлеб готовится безопарным способом. У меня здесь закваска не опара, то есть я специально не готовила двойное освежение, это просто освеженная закваска.
Закваски нужно 160 грамм. Большой объем, потому что у нас нет опары. Кислинка в этом хлебе, она считается нормой. Я принесла заварку, которую делала вчера. Если ее понюхать, она пахнет таким горьким шоколадом, я бы сказала. Она прекрасно осахарилась. Я добавляю ее в общую массу. Она такая достаточно вязкая, липкая. Добавляю и все перемешиваю. Здесь вы до однородности наверняка не перемешаете. Просто надо, чтобы заварка, она более-менее не одним комом была, а вот так она чуть-чуть распределилась. Все, теперь буду добавлять муку. Я беру 80 граммов ржаной муки, цельнозерновой, довольно крупного помола. Мука та же самая, которую я добавляла при заварке. Добавляю пшеничную муку высшего сорта, 220 грамм. И добавляю 15 граммов льняной муки. Тесто надо все перемешать и выполнить замес. И после того, как я смешала все ингредиенты, я перехожу к замесу на столе. Тесто довольно липкое, влажное, и его очень важно хорошо вымесить. Поэтому замес ручной продолжается около 10-15 минут. Я выполнила замес. Хорошее пластичное тесто получается. Здесь у меня мочка из льняного семени. 30 граммов льняного семени добавляю. И еще сделаю углубление, чтобы было удобнее. И добавляю мак. Мака 15 граммов, но можно просто на глаз. И аккуратно с краев, растягивая тесто, я ввожу эти семена. Можно вводить порциями, можно все сразу. И аккуратно промешиваем вместе с семечками, чтобы они вошли в тесто. Можно растянуть, сложить несколько раз. Я замесила тесто. Беру миску, смазываю ее подсолнечным маслом и укладываю тесто на брожение на 2,5 часа. Обминок делать не буду, просто оставлю его в покое на 2,5 часа, а потом будем формовать, растаивать и выпекать. Мне прошло 2,5 часа брожения. Видно, что тесто поднялось. Сейчас я буду формовать заготовку. Так, теперь я беру смесь льна и мака, смачиваю руку и смачиваю поверхность. Не надо, чтобы лилось, но надо смочить. Беру аккуратно руками заготовку и вот так щедро-щедро прокатываю по смеси наших семян. Еще больше можно сделать. Можно его со всех сторон прокатать. Так. Снова смачиваю руки и вот так вот приглаживаю чуть-чуть сверху, чтобы семена окончательно приклеились. Только смотрите, руки не должны быть сильно мокрые. В таком виде можно оставить на расстойку прямо так, но я положу в форму. У меня форма присыпана мукой, расстоечная корзина. И я перекладываю его сюда швом вверх.
Я оставляю его на расстойку примерно на 2–2,5 часа. Сейчас буду сажать в духовку темный лен. У меня уже разогревается гусятница моя. Можно печь без казана, без гусятницы. Если вы подставите сковородку с паром на дно, то можете печь так. Но я люблю печь в гусятнице и буду это делать сегодня. Вот так вот он прекрасно у меня подошел. Даже шовчик у него чуть разошелся. Я разогреваю гусятницу на максимальной температуре, у меня 275. И сейчас я убавила температуру на 240, мне будет ее достаточно. Выкладываю хлеб. Замечательный он. Смотрите, какой красавец. Просто великолепный. Чуть-чуть он в муке, и я не хочу, чтобы у меня была мука на поверхности. Поэтому я сейчас мокрой кисточкой или руками мокрыми чуть-чуть пройдусь, чтобы не было этой мучной корочки. Все. Ну а теперь я беру лезвие и выполняю хороший, глубокий и длинный надрез. Вот так. Все. Достаю гусятницу. Старайтесь быстро закрывать духовку. И сажаем красавца вот так. И быстро-быстро накрываем. Все. Сажаю на 15 минут на 240 градусов. А потом буду убавлять температуру. Мой темный лен провел 15 минут под колпаком. Открываем. Вот так вот он раскрылся. И отправляю допекать. Понижаю температуру до 210 градусов. Мой хлеб темный лен пекся 40 минут в общей сложности, 15 минут под колпаком и с паром, и еще 25 минут без колпака и на температуре 210 градусов. Я думаю, что он готов, хотя вот он такой темненький, и, конечно, цвет корочки, он для нас необычный. Оставляю остывать, мне очень нравится, он красивый. Можно было чуть мельче, конечно, сделать надрез, но все равно мне нравится, как он выглядит. Мой прекрасный темный лен. Я очень хочу его разрезать и посмотреть, какой он внутри. О, на мой взгляд, это чудо. Он совершенно чудесного, чудесной пористой структуры. Очень красивый, очень нарядный, очень ароматный. Жалко, что камера не передает запах. Очень советую всем этот хлеб. Я думаю, он очень вкусный, пропеченный, однородный. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами испечем еще много всего интересного.